Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал у меня в Канаде. И в этом видео я хотел бы поговорить о минимальной зарплате, как же все плохо в Канаде, о том, что вся зарплата уходит на самом деле на аренду жилья, и о том, какая же страшная, некрасивая, плохая, ужасная, холодная погода у нас в Британской Колумбии, в Канаде, так как этот человек, сейчас скрин ставлю, вот. Я, собственно, почему решил записать видео, потому что нашел вот этот комментарий буквально вчера и захотел записать видео на эту тему, потому что, возможно, вот такие вот люди, как вот этот вот персонаж, они реально думают, что здесь так. Поэтому я хочу вам немножко приоткрыть глаза на это все. Я здесь уже 9 месяцев и, получается, застал осень, зиму, весну. И вот сейчас у нас плавно весна переходит в лето. Поэтому по поводу погоды могу рассказать свое мнение, также по заработной плате и по аренде жилья. Так, давайте по порядку. Давайте поговорим сразу о деньгах, о минимальной зарплате. Пишет человек 13-15. Сразу понятно, человек этот никогда в жизни не был в Канаде. Особенно в Британской Колумбии. Не был 100%. Это чушь полная, в это не верьте. Минималка у нас 16.50. И вам не могут платить меньше, чем минималку. Потому что здесь все люди работают официально. Ну, практически все, я имею в виду. Даже если вы приедете, вы сможете найти себе нелегальную, ну как нелегальную работу за кэш, но вам все равно нужно будет найти официальную работу 100%. Вы ее найдете. 16.50. И скажу так, что есть люди, конечно, которые начинают с минималки. Я сам начинал с минималки, но я проработал 1,5 месяца, получил вот свой этот первый официальный опыт в Канаде и поменял сразу работу на 18 через 1,5 месяца. И буквально через, опять-таки, месяц мне повысили с 18 до 20 долларов. И еще такой момент. Я нахожусь в маленьком городе. Соответственно, то, что я заметил, в большом городе платят больше. Соответственно, если вы переедете... Я живу в Чилеваке, город Чилевак. Вы переедете в Абботсфорд, вы переедете в Ванкувер, тем более. Там уже старты в любом случае будут уже от 20. Там минималку прям платят только студентам где-то. Вот. У вас увидят, у вас уже будет опыт, вы взрослые, вам, ну, как бы в большом крупном городе вам не дадут минималку. Опять-таки, конечно, в зависимости от позиции. Я не говорю, что не бывает таких работ на минималку, есть они, но есть большой шанс того, что вы найдете работу со своим опытом, со своим возрастом. Я имею в виду, если вам больше там 20 лет, вы сможете уже объяснить работодателю, что я уже в жизни многое повидал, я уже многое делал, я это смогу делать вообще на изи. Вот, поэтому это все чушь, не верьте в это. И работу найти можно от 20 долларов на старт сразу, без какого-либо опыта. Дальше уже все зависит от вас, как часто вы будете работу менять, чтобы у вас повышалась заработная плата, либо просить опять-таки с вашего работодателя, чтобы он вам повышал эту заработную плату, потому что чем дольше вы работаете на работе, соответственно, тем больше вы скиллов и опытов набираетесь. Второе, переходим сразу к аренде жилья, то что реально вся ЗПшка улетает на жилье. Опять-таки, я с этим не согласен частично. Опять-таки, почему частично? Потому что если мы рассматриваем жилье, если приехал, допустим, один человек, и он будет снимать, скажем, допустим, комнату в доме, либо в бейсменте, неважно, будет с напарником жить или там, не знаю, с подругой будет жить, и они будут это делить. Получается, комнату 700-800 долларов, это, говорю, за Чилевак, за Абботсфорд, Ванкувер, это 1000 долларов за комнату. Соответственно, при зарплате даже считаем около 20 долларов, то есть у вас будет в месяц получаться где-то 2800, 2700, по-моему, так вот, да, где-то, может быть, 2600, 2700, 2600 долларов. Соответственно, согласитесь, 700 долларов отдать за комнату, это не так-то и много, плюс там, я не говорю уже за продукты, мы говорим только с вами за жилье. Вот 700 долларов вы отдали. Кто-то скажет, не хочу жить в комнате, что это я буду снимать комнату, жить как непонятно с кем, непонятно что. Следующий сразу вариант. Однокомнатная квартира. Мы смотрели однокомнатную квартиру. Вот для одного человека 1300 долларов это совсем. То есть ты больше ни за что не платишь. Там все включено. Ни газ, ни электричество, ни все. 1300 долларов. Соответственно, у вас пол зарплаты еще остается. Дальше идем. Если вас вот муж с женой приехали, да, соответственно, допустим такой случай, что муж работает, жена дома.
Даже с этим учетом, если им нужна однокомнатная квартира, в любом случае паре однокомнатной квартире схватит за глаза. Чилевак и Абботсфорд, это вот в районе $1500. Опять-таки у вас еще остаются деньги на то, чтобы купить продукты, закрыть и еще что-то, еще что-то. То есть у вас деньги остаются. Я сейчас не вдаюсь в подробности, мы говорим конкретно за жилье, конкретно разбирая ситуацию, то, что человек написал, то, что вот у него 2400 там улетает на жилье. 2400 на жилье, друзья, это, во-первых, Ванкувер, это 100% Ванкувер, 2400, там старт от 2000 за однокомнатную. Но поймите, в Ванкувере это вы будете зарабатывать больше, чем 2600. Вы понимаете, в этом вся суть. Я говорю, я пытаюсь сравнить и маленькие города, и большие. Соответственно, если это будет Ванкувер, и вы будете работать в Ванкувере, вы зарабатывать будете больше, у вас оставаться будет денег больше. И за 2400, допустим, вот здесь в Чилеваке можно снять двухкомнатную квартиру, либо дом, с 2 туалетами. То есть это на самом деле огромная уже площадь, у вас будет офигенская здоровая кухня со своим там островом и так далее. То есть вы понимаете вообще размах. Это реально будет таунхаус, полностью ваш, двухэтажный даже, скорее всего, за $2400. Это реальный факт. Соответственно, все зависит, какое жилье вы рассматриваете и кем вы работаете. Понимаете, здесь большую играет роль. А то люди пишут то, что, блин, работаю на минималке, зато с какого-то дива он хочет снимать себе дом с отдельным гаражом и так далее. Так вы как-то несоизмеримо рассчитываете, знаете, то, кем вы работаете, и ваши хотелки, какого вы хотите, где вы хотите жить. Я уж начал заплетаться просто от этого. Вот, поэтому, если объективно говоря, однокомнатная квартира с одним санузлом это $1500. Это, опять-таки, говорю, за города не Ванкувер. Это Абботсфорд, Чилевак. Ванкувер 2000 и больше. Соответственно, разобрали этот момент. То, что на самом деле это все люди пишут, которые абсолютно вообще далекие. Они здесь не были, и они не понимают вообще, как все устроено. Они считают только на своем калькуляторе, сидя хер знает где, допустим, в других странах, и смотря видосики, и они думают, что они что-то поняли из того, что они смотрят. Я не говорю, что здесь, допустим, очень дешевое там жилье или, блин, там доступное. На самом деле дорого, очень дорого. И хотелось бы, конечно же, платить меньше денег за такое. Но сам факт, есть факт того, что на самом деле, если вы поспрашиваете у людей, которые там работают в Европе, Италия, Франция, Германия, скажите мне, где стоимость жилья меньше, допустим, где вы не отдаете 50% за жилье. Есть такие страны? Вот в Евросоюзе я таких стран не знаю. Даже если мы возьмем Польшу, когда мы последний раз уезжали, то однокомнатная квартира в новострое стоила 3000 злот. Друзья, это уже больше, чем половина зарплаты, потому что если, когда по своим, опять-таки, наблюдениям и то, что я мониторил, я должен был зарабатывать, если бы я пошел на работу, 4000 злот. 4000 злот это у нас как раз таки было $1000. Соответственно, 3000 злот у меня уходило бы на жилье, и 1000 злот бы оставалось. А что на 1000 злот куплю из еды? Вы мне простите. Вот, поэтому я считаю, что когда у вас уходит 50% вашей заработной платы на жилье, это абсолютно нормальная тема. И третьему переходим, друзья, за погоду. Вот же самое главное, за погоду в Британской Колумбии. Погода здесь потрясающая. Мы до этого жили 1 год во Вроцлаве, в Польше. Многие знают этот город, потрясающий город. И нам понравилась там погода, нам понравилась там зима, так как она намного теплее, чем была в Украине, и там в основном не идут так сильно часто снега. То есть они прошли, потом 2-3 дня, все сухое, оно все растаяло, и дорожки все чистенькие. На самом деле, то, что мы отмечали в Польше, можно ходить во Вроцлаве реально в кроссовках всю зиму, и вам будет комфортно, и удобно, и не холодно. Здесь такая же ситуация. Здесь, в Британской Колумбии, мне нравится зима даже частично больше, чем она была в Польше. Она здесь теплее. Здесь было 2 недели, то есть 1 неделя выпал снег, потом, по-моему, через 1,5 месяца опять выпал снег, который пролежал неделю. Соответственно, мы увидели снег, мы насладились этой красивой картинкой, горы были заснеженные, вся зелень и так далее.
Была красота, ее хватило, но здесь не холодно. Здесь в основном 0 плюс 5. Опять-таки я сейчас выведу картинку, покажу, где находится город Челевак. Он находится в долине, и это вблизь у нас город Абботсфорд и Ванкувера. Этот район называется Фрейзер-Валли. И вот я говорю конкретно за вот этот регион, где я нахожусь на данный момент, потому что если мы поднимаемся уже выше Британской Колумбии, туда вверх, это город Хоуп, это Келовна, там Камлупс, там совсем другая погода, то есть там она уже немножко холоднее, там уже чаще идут снега и так далее, потому как все абсолютно немножко по-другому, так как вы выше поднимаетесь, соответственно, климат не меняется. Здесь погода мне очень нравится. Да, по поводу дождей, они не идут здесь 24/7. Если у вас по погоде написано, что идет дождь, то он может пройти час, потом его 2 часа или 3 часа не будет, выйдет солнышко, посветит солнышко, а потом опять к вечеру, возможно, будет дождь. Соответственно, не так, как вот в основном в Украине. Я помню так это, что если у вас по погоде дождь целый день, то он будет целый день идти, и он вообще будет беспросветный. Здесь же как-то ситуация по-другому. Ты смотришь, что дождь будет целый день идти, но он идет по факту часа 2. И все, а потом опять отличная погода. Здесь погода меняется очень-очень быстро за счет гор, за счет того, что мы живем в долине, она продувается, здесь ветра. Соответственно, погода меняется очень-очень быстро, кардинально. Поэтому я бы не сказал, что здесь проливные дожди. Они есть, действительно, но их не 6 месяцев в году, как этот чувак пишет в комментариях. Если бы он здесь жил, он бы не писал бы такой абсолютно бред, потому что, ну, стыдно писать такую ересь, когда ты не прав. Вот. Поэтому, друзья, вывод такой, то, что не слушайте и не верьте всему тому, что вы видите, то, что вы слышите, особенно то, что пишут в комментариях. Потому что в основном эти вольты, которые пишут в комментариях, они просто здесь не жили. Это люди составили свое мнение, анализируя его, не знаю, либо по роликам, либо по еще какой-то информации. Соответственно, даже информацию, которую вам преподносят вот в интернете, вот я сейчас вам говорю, все равно делите ее на 50%. То есть это вам мой совет. То есть не верьте всему то, что вы видите, слышите, потому что в любом случае каждый излагает как-то отчасти от своей стороны, от своих ощущений, от своих эмоций, да, то есть мне нравится, допустим, здесь, мне нравится то, что я вижу, мне нравится то, что здесь все зеленое, красиво, и мне нравится то количество дождей, которое здесь есть. Возможно, для вас, когда вы приедете, вы скажете, блин, да вот он все это врал, потому что здесь в натуре часто идут дожди, мне не нравится, допустим, то, что там 2 раза в неделю будет идти дождь, для меня это много, понимаете? Поэтому каждый человек, он воспринимает эту информацию по-своему, поэтому я понимаю, что для каждого все по-разному. Это опять-таки мое мнение. По поводу зарплаты я вам тоже рассказал, не переживайте, очень много работы, опять-таки начинающей, особенно для мужчин в строительстве. Строительство здесь просто номер один. И те люди, которые умеют работать руками, вы здесь себя найдете, будете зарабатывать отличные, хорошие деньги. По поводу аренды жилья, опять-таки сказал, все зависит от вашего кармана и от ваших желаний. Если вы хотите жить в хорошем доме с отдельным гаражом, двухэтажный дом, поэтому вам нужно будет выкладывать, конечно, где-то от $2000. Если вам однокомнатной квартиры хватит на старт, 1500, и у вас она есть, с учетом того, что вы в районе $3000 будете зарабатывать. И опять-таки я рассказал, привел вам в пример, если работает один человек. Если, естественно, работает 2 человека, то у вас будет денег оставаться чуть больше. Но опять-таки расходы есть, и расходы большие. Я в последующем видео тоже запишу. Скорее всего, когда мы переедем уже в квартиру, я вам скажу, сколько мы платим за квартиру, за все. В следующих видео, друзья, я вам уже приведу, скорее всего, уже сухие цифры, сколько мы тратим за аренду, сколько у нас уходит на машину, на продукты и на все. И забегу вперед, скажу то, что действительно, когда у вас даже работает 2 человека, зарплата одного уходит полностью на аренду жилья, на продукты и, возможно, ну, там, допустим, страховка какая-то, там, интернет какой-то и мобильная связь. Вот один человек полностью должен заплатить вот за вот эти вот все блага. И уже зарплата второго человека, вы уже начинаете на нее, как сказать, уже выбирать, на что вы хотите потратить. Это, то есть, может быть, кафе, рестораны, развлечения, отложение денег, поездки куда-то. То есть это уже та сумма денег, которую вы тратите сами на себя. То есть первая зарплата уходит у вас полностью платить по счетам, вторая на ваш досуг, так сказать. Поэтому не верьте, опять-таки, повторюсь, всему то, что вы видите в интернете. Спасибо вам большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было полезным, и кого-то я убедил в том, что
не все так плохо, как пишут, вот, но и не все так хорошо на самом деле, как тоже пишут. Поэтому здесь вы должны найти золотую середину между этим. Есть некий баланс, да, есть хорошее, есть плохое. Спасибо вам большое еще раз за то, что досмотрели это видео до конца. Берегите себя, друзья. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.